Всем добрый день! Сегодня мы продолжаем плести нашу крышечку, нашу хлебницу. И будем плести крышку. Так, что мы будем делать? Нужно измерить нашу длину крышки и ширину. То есть она будет вот так. Сейчас я вам покажу. Приблизительно, да, возьму эту картонку. Вот она будет вот так вот укладываться и вот так вот подниматься, открываться будет наша хлебничка. То есть мы измеряем длину и ширину. Как поступаю? Моя рулеточка. Значит, длина будет 21 сантиметр. То есть вообще по идее здесь 20. Но я даю приблизительно 1 сантиметр на то, что крышка будет выступать за краешек самой хлебницы. Почему? Потому что вот я убедилась уже, сколько я делаю этих хлебниц, что ручкой практически никто не пользуется. Как-то вот берут за хвостик, да, вот так вот за краешек крышки и поднимают. Вот, поэтому я даю допуск где-то 1 сантиметр, можно 1,5. То есть где-то делать 21-21,5 сантиметров. То есть по 21, наверное. То есть со всех сторон померить 21,5 сантиметра можно делать ширину. Теперь длина. Длина у нас 40 сантиметров. Вот. То есть 40 сантиметров это так, чтобы хорошо накрыло крышечкой. Есть. То есть мы измерили 21,5 и 40 сантиметров. Вы меряете, сколько у вас, то есть какая у вас. Может, у вас она больше будет, либо меньше. То есть это уже смотрите по своим меркам. Я подготовила свое, будем так говорить, плетение. Вот. Вот так. И сейчас я буду проплетать ситцем. Но я хочу сделать так. Допустим, там 2-3 рядочка будет вот так вот темного цвета. И сверху будет 2-3 рядочка темного цвета. Так, приступаем. Посмотрим, что у нас получится. Будем... Значит, темным я буду плести веревочкой из 2. А светлыми я буду плести ситец. Если вы помните, у меня вот есть такие вот кубики. На канале есть видео об этих кубиках, что это такое и как с ними работать. Можете зайти посмотреть. Я, кстати, ссылочку прикреплю в подсказочках вверху экрана. Вот здесь вот будет выскакивать ссылка на эти кубики, что это такое. Так. Значит, соединила 2 трубочки. Вот так, вот. Вы можете так не делать. Вы как хотите. Можете сразу светлыми начинать плести. То есть я себе придумала, вот так мне хочется сделать. И ситцем начинаю оплетать. Вот, посмотрим, что у нас выйдет. Так. Ровненько. Плету я на пеноплексе. Толщину, конечно, не знаю. 2, наверное. Ну, роли это не играет. На какой толщине плести. Вот. И все ровненько, чтобы укладывалось. Так, здесь будем наращивать. Наращиваю я за стойкой, то есть с изнанки крышки. Так. И вот так мы сейчас будем укладывать. Так.
все поправлять здесь, чтобы все ровненько шло. Сюда. Теперь подходим мы к нашей угловой, да? Что, как тут? Значит, нижнюю трубочку я завожу под низ. Вот так, сюда. Вот. Не затягивайте слишком сильно углы. Вот. А вот эту вот верхнюю, которая была, я вывожу вот так. Все. И теперь я хочу, чтобы у меня рисунок был одинаковый. То есть, если помните, в первой части нашей хлебнички мастер-класса, там мы плели обратную веревочку из двух. То есть, в данном случае мы также будем плести обратную веревочку из двух. Здесь я наращу. Сейчас я вам покажу на крышке обратную веревочку. Прямая веревочка, мы плетем, берем трубочку, заводим наверх. Обратная мы заводим под низ. Вот так. Вот. Сейчас покажу, что у нас получается. И вот видите, рисунок совпадает. То есть мы плетем в обратную сторону теперь. Вот так. Кстати, расстояние между стойками крайними у меня на 5 миллиметров меньше, чем сама ширина, длина, вернее, нашей крышки. То есть, если у меня длина 40, то я беру длину 40, 39,5. То есть 5 миллиметров я снимаю на вот эти вот наши загибы. И тогда будет с загибами вместе, если мы померяем, будет ровно 40 сантиметров. Так, плетем нашу крышечку дальше. Сюда. Здесь. Так. Здесь мы будем наращивать. Вот так. Подходим к концу нашего рядочка. Так. И подходим вот сюда. Есть. Вот так. Значит, точно так же верхнюю приминаю и завожу под низ, выводя наперед, вот сюда. Не затягивая. И потом вот так. Вот. Чуть поправить. Если где-то что-то не так. И продолжаем плести. Я проплету. Сейчас один ряд туда и в обратную сторону. И будем уже делать замену наших трубочек на светлый цвет. И дальше будем снова плести. Будем плести ситцем. Вот так. Будет 4 рядочка.
Вот так. Вот. Снова подходим к краю. Нарастим. Так. Заводим. И верхнюю, вот, верхнюю. Под низ. Вот. И вот так. Здесь выравниваем, чтобы все было ровненько. И в обратную сторону мы идем обратной веревочкой из 2. Чтобы у нас было вот так. Чем хорошо то, что здесь будет именно не ситец, а веревочка, это тем, что даже если будут поднимать вот за вот эту сторону, да, там, за край крышки, то она будет плотнее и не будет выгибаться. Поэтому, как бы, я решила, что лучше сделать так. Увы же, если плетете, допустим, другими цветами, ну, там, светлым, да, не будете, там, это я говорю пример о, ну, данных цветах. Если вы будете начинать всю крышку делать светлой, то сделайте, допустим, тоже низ, вот сделайте такой вот прямой веревочкой из 2 и обратной, да, вот так вот, чтобы плотнее края просто были хлебницы, крышки хлебницы. А дальше уже плетите ситцем. Вот сейчас как раз мы дойдем до конца и будем одну трубочку убирать, а вторую мы будем оставлять в плетении, то есть в работе. Сейчас мы вот как раз подходим. И теперь смотрите, важно. Если вы обратили внимание, вот здесь у меня с этой стороны 1, 2, 3, 4, 4 виточка, да? И мне теперь нужно, чтобы было симметрично. Вот чтобы с этой стороны тоже было 4 виточка. Вот с этой. Сейчас здесь 3. 1, 2, 3. Я одну трубочку, вот которая у меня пошла под низ, я ее оставляю под низом. Хотя, в принципе, можно оставить и вот эту вот верхнюю, но ее будет потом просто сложнее спрятать, потому что, по идее, она должна идти вот так. Поэтому я нижнюю оставлю под низ, а верхнюю я вот так вот буду заводить. И вот как раз у меня будет 4 виточка с этой стороны. С обратной стороны я сейчас буду менять нашу трубочку. Вот так подрезаю, чтобы место стыка со светлой трубочкой у меня было под низом. Вот так. И вот так мы прячем. Чуть-чуть сдвинуть. Вот. Вот так. И дальше мы плетем обычным ситцем. Вот так, проплетая до нужной вам высоты, то есть ширины. Подошла я к концу. Теперь мне нужно сделать вот такие вот 4 ряда темных трубочек. Как поступаю? Вот эту трубочку, да, кстати, обратите внимание, что вот здесь вот и здесь количество витков должно быть одинаковым. Поэтому вот эту трубочку я буду менять
с обратной стороны, вот здесь. Вот. Меняю ее на темный цвет. Вот так. А следующую трубочку, мне же нужно, чтобы две было в работе, потому что здесь был ситец, а здесь была прямая и обратная веревочка. Я как поступаю? Кончик расплющиваю вот так. Беру клей ПВА, которым я вот склеиваю трубочки. Капаю капельку вот здесь. Вот. И прикладываю вот так трубочку. Обматываю. Так обворачиваю. Вот. И вот так вот вывожу. И дальше я буду плести обычную прямую веревочку из двух. Вот так. Вы можете, в принципе, не обворачивать, а просто подставить с той стороны. Но я как бы для уверенности себе и плюс как-то вот мне так больше надежнее, что оно будет все держаться. Вот. Можно, видите, она еще не успела подтянуть, прихватиться. Можно чуть-чуть ее вот так. Пару минут нужно, чтобы оно схватилось. Пока мы в эту сторону дойдем, в обратную, оно уже должно, по идее, схватиться. Прихватиться. Наращиваю. И плетем дальше. Так. Как помните, да, вот верхнюю приминаем и обворачиваем, выводя наперед. Эту тоже приминаем и плетем в обратную сторону обратной веревочкой из двух. Обратная под низ. Вот так. И плетем наших 4 рядочка. Так, я доплету и включусь. Подошла к концу. Значит, нижнюю трубочку я оставляю под стойкой, а вот верхнюю я возьму вот так, оверну. И я сняла уже с этих. Вытащилась, не взялась. Вот так. Вот, что я сделаю? Я вот так вот нашу трубочку подрежу и спрячу хвостик вот в серединку. Вот туда. И при этом я, знаете, что сделаю? Я возьму и поставлю вот
сверху на вот эту трубочку я вот туда вот протолкну наш хвостик. Так, ножнички. Вот так. Вот туда. Ну, можно вот так вот это все и сделать. Все. Вы можете как-то по-другому закончить. Ну, у меня будет вот так. Готово. Теперь разобраться нужно с вот этими хвостиками. Вы знаете, что мы обрежем их, наверное. Сейчас мы подумаем, как бы их так красиво сделать. Хотя нет, давайте мы их вот так вот завернем так же. Вот тут обрежу. И вот под вот эти витки мы вот туда подтолкнем. Вот туда. Вот. По-другому здесь я не знаю, конечно, как спрятать. Все-таки темное. Ну, тем более, что это изнанка. Вот. И эту мы то же самое так вот прям под виточек. Можно под вот весь вот этот низ. Вот туда. Вот так. Вот туда. Вот, наконец-то. И поправляем на место вот эту. Сейчас мы все подровняем. Вот. С этой стороны хвостик у нас вылез, мы его спрячем под виток. Вот, все. Вот теперь у нас готово. Значит, теперь что мы делаем? Обрезаем полностью наши хвостики. Вот эти. Вот так я прям под самый корешочек буду их обрезать. И желательно вот так вот как немножко прижать, обрезать и отпустить. Прижать и отпустить. То есть как можно меньше, чтобы видели, были вот эти вот пеньки. Вот. И здесь можно прижать. Вот так. Так. Пока только одну сторону. Вот так. Вот так. Теперь эти нам уже не нужны кусочки. Я беру свою темную трубочку. Вот. Подрезаю с любой стороны. И буду вставлять, значит, с этой стороны вот перед стоечкой. Вот сюда. Так. Следующую вот сюда. Еще одну. Вот так. Срезом к стойке. И теперь что я делаю? Я загибаю вот так вот нашу трубочку. Здесь подрезаю и проталкиваю рядышком. Вот тут. То есть таким образом мы закрываем наши срезы, наши вот эти светлые срезы. Вот так туда. Вот. Теперь вот у меня осталось. То есть это я делаю в целях экономии просто трубочек. Смотрите, просто не дальше не протолкните, чтобы не вылезла темная трубочка на светлая. Так, теперь
ножничками вот так вот придерживаю, как бы показать, вот так придерживаю, заламываю трубочку вот так, вот, загибаю в том месте, где буду делать срез, вернее, где будет трубочка наша заходить, обрезаю. Лучше, наверное, это делать спицей. Вот так немножко проталкиваю и вот туда помещаю. Вот. Если видно кончики, можно просто подтянуть вот так изделие, чтобы подтянуть наши трубочки, чтобы просто спрятать. Дальше. Вот так. Проталкиваем. Снова берем ножнички с острым кончиком. Свои. Вот. Делаем срез. И вот туда же мы вставляем нашу этот кусочек. Вот. Поправляем. И вот так вот у нас получается. Будет вот такой вот у нас краешек. И мы так вот делаем с этой стороны. И, естественно, вот делаем с этой стороны. Я сейчас сделаю и будем примерять с вами крышечку. Вот наша крышечка готова. Так, как мы порешали с нашей девочкой-заказчицей, что мы решили? Мы, значит, решили, мы не будем тут цветочки, но мы будем здесь колоски. Я уже подготовила. Кому интересно, я могу сделать небольшой мастер-класс по поводу колосков, как я плету. Вот так вот будут колоски. Вот здесь. Вот. И вот сюда мы решили прикрепить вот небольшую ручечку. Я ее тоже сплела. Это коса из 6 трубочек. На канале у меня тоже есть. Вот. И вот так вот она будет у нас открываться. Здесь я приклею. Здесь я свяжу. В общем, я сейчас хочу доделать, навести красоту. Вот. И потом покажу уже наш результат, то есть который у нас получился. Открываться она будет вот так. Вот какая она огромная. Вот моя рука. Какая она огромная получается. Вот так. Я сейчас все прикреплю. Кстати, скажу сразу, чтобы было понятно. Это все буду крепить на термоклей. Вот. Ну, ручку, естественно, я трубочками прикреплю. Так обмотаю и все. В общем, я сейчас сделаю, включусь и покажу уже окончательный наш результат. Вот результат наших трудов. Наша хлебничка. Вот такая вот она внутри. Вот так вот она выглядит сбоку. Значит, что я здесь сделала? Как я говорила, колоски крепила на клей термо. Здесь прицепила кожаные ремешки. Вот. И ременными винтами, то есть я их будем так говорить, прикрепила. Вот. Ручку также я посадила на клей и примотала ее трубочкой. И вот такая вот получилась у нас красота. Сзади вот точно так же вот прикреплено. И вот такая полочка. И вот такая хлебничка.